А вы знаете, что капуста может стоить как новый iPhone 17 Pro Max? Если вы думаете, что роскошь — это только яхты, виллы и бриллианты, у меня для вас есть новости. Это не так. Обязательно досмотри этот ролик до конца, чтобы узнать, как твой холодильник превратился в банкомат и кто же делает тебя беднее и беднее с каждым днем. Ну и заодно, пожалуйста, подпишись на канал, а то большинство людей смотрят меня без подписки и без комментариев, а YouTube такие видео не продвигает, и я прям вот гручу из-за этого. Ну, вам же не сложно, а? Вообще, я начал осознавать, что что-то с едой не так где-то 3 года назад. Мы с женой тогда жили в Питере, и к нам должна была приехать ее сестра со своим новым парнем. Смотри, у меня, походу, новый парень. Красивый, да? Мы вроде договорились, что они приедут к нам, и, может, потусим, может, там какие-то настолки, поболтаем, фильмец посмотрим, сериальчик. Но за час до того, как они должны были приехать, жене звонит сестра, и как будто ни в чем не бывает, так и говорит: знаете, мы тут в Новой Голландии в ресторане сидим, может, подъедете? Жена такая уже там с духовки вытаскивает жаркое, такая: ну мы же договорились, вроде вы должны были приехать. А она такая, типа: ну, вы знаете, для нас как-то дома сидеть — это слишком бедно, а обычную еду есть мы не хотим. Напишите, что вы думаете об этом в комментариях, и, возможно, я что-то надумаю, или это правда некрасиво. До этого я думал, что эстетические фотки, тиктоки, рилсы с едой — это так, тупо эстетика девчачья, такое просто для развлечения сделано. Совершенно безобидные вещи. А зря. Так, ребят, подождите. Выпалил. Сейчас я водички попью, мне немножко горло болит. В чем проблема и почему это актуально именно сейчас? Итак, еда как новый предмет роскоши – это реальность. Начнем с проблемы. Возможно, вы и не заметили, как еда стала новым статусным символом. Теперь не шубы и спорткары определяют твою крутизну, а то, что ты ешь и где ты это выкладываешь. А пахнет як. В этом видео мы разберем, почему в 2025 году тарелка еды может вызвать больше зависти, чем новый iPhone. И как же так вышло, что поход за продуктами превратился в настоящую проверку финансовой успешности. И главное, что с этим всем делать нам, простым смертным, с обычным аппетитом. Ну и непростым смертным. Если среди вас есть богатеи, подпишитесь на мой Бусти, а то рекламы у меня нет, и это единственный мой заработок на сегодня. Почему эта тема на пике именно сейчас? Да потому что произошло смещение ценностей. Долгое время главным объектом показного потребления были те же самые меха, часы, дорогие авто, бриллианты. Но сегодня меха носить уже моветон, айфон есть у каждого школьника. Дорогие машины на показ. Тоже так себе индикатор. Если хочешь, можешь взять в аренду. Понты эволюционировали. Если ты богатый и хочешь потратить деньги максимально дерзко, вызывающе, так чтобы все прям ахнули, теперь ты тратишь их на еду. Да, сверхдорогая еда стала символом истинной роскоши. В эпоху, когда всем надоело выпендриваться шмотками, началось выпендривание деликатесами. Пробую премиальные суши в Минске. Люксовая такая коробка. Почему это случилось именно сейчас? Есть ряд причин. Экономические перекосы, рост цен. Мы же все чувствуем, как подорожали продукты. То же самое интернет-культура виновата. Соцсети сделали из каждого приема пищи шоу для зрителей. Еще там, наверное, когда? В 2007 году. И даже современные тренды здесь окопались. Роскошь изменила свой облик и стала либо кричащей, либо тихой и осознанной. Об этом поговорим позже. В последние годы рестораны все чаще определяют твой социальный статус. Там шеф-повара становятся знаменитостями, а звезды запускают собственные продуктовые бренды. Еда больше не просто топливо для организма, а часть имиджа. Это и объясняет актуальность темы. Мы на пороге культурного конфликта, где одни сорят деньгами на гастрономические излишества, а другие с трудом сводят концы с концами, выбирая продукты по скидке. Как тут не переживать, правильно? Прям совсем капельку истории. Было ли раньше что-то подобное? Вот посмотрите на фото. Это тарелка устриц. Сегодня это дорогой деликатес. Хотя когда-то устрицы были пищей бедняков и продавались повсюду за сущие копейки. История показывает, что трансформация еды в предмет роскоши не такая уж прям и новость. Возьмите, например, тех же самых омаров. Сейчас они ассоциируются с изысканной кухней и высоким прайсом. А в прошлом все было наоборот. В 18 веке богатые люди брезговали омарами.
Их считали настолько отвратительными и примитивными тварями, что кормили ими заключенных в тюрьмах. Омаров было навалом, их даже как удобрение на полях использовали. Один американский политик того времени даже пошутил, что панцири от омаров вокруг дома – это признак бедности и упадка. Но стоило хитрым дельцам начать продавать омаров богатым пассажирам поездов как экзотику, и все, аристократы подсели на это лакомство. И к концу 19 века омар из еды для плебеев превратился в деликатес для гурманов. Ну и с вышесказанными устрицами та же история. В 19 веке их лопали только бедняки, добавляли их в рагу, в пироги, настолько вот они дешевыми были. Но потом перелов и загрязнение моря сделали устриц редкостью, и цена взлетела, превратив их в символ роскоши. История показывает очень интересный принцип. Редкость рождает роскошь. Если что-то есть в изобилии, то богатые люди воротят нос. А если это становится дефицитом, то тут уже начинают ценить и готовы платить бешеные деньги. Кофе, сахар, пряности когда-то тоже были диковинкой, доступной немногим. А потом промышленность сделала их массовыми. Представьте себе, пару веков назад сахар и лосось считались редкостью, а теперь потеряли свою ауру роскоши. Но не думайте, что теперь все доступно навсегда. Круговорот роскоши в природе продолжается. Ученые предупреждают, что грядет новый виток превращения еды в какой-то вот элитный клуб по интересам. Из-за климатических изменений в ближайшие десятилетия привычные нам продукты вполне могут стать дефицитом и роскошью. Кофе, шоколад, те же специи. Если температура продолжит расти, урожаи сократятся, цены вырастут, и то, что сегодня стало частью стандартной продуктовой корзины, завтра может стать дорогим удовольствием для избранных. Представьте себе, что чашка кофе на завтрак снова стала привилегией для богатых, как в старые добрые времена. Ничего себе перспектива, да? И это уже было когда-то. Например, на пике цивилизации майя какао-бобы были валютой. Ими реально платили зарплату и обменивались ими на рынке вместо денег. Потом испанцы привезли какао в Европу для королей, и уже спустя несколько веков оно стало повседневностью. Не исключено, что 21 век устроит нам обратный квест, и нашим внукам придется воспринимать плитку шоколада как символ статуса. История и культура показывает, что еда всегда имела социальный контекст. Но никогда еще этот контекст не был настолько глобальным и медийным, как сейчас. Пару лет назад вирусились видео, где кто-то ест стейк, покрытый пищевым золотом, кто-то заказывает себе бургер ценой в месячную зарплату. Золотая еда – это прям метафора нынешних понтов. Маркетологи поняли, что ничто так не привлечет внимание мажоров и инфлюенсеров, как блюдо, которое блестит буквально золотом. В Москве уже продают даже шаурму, завернутую в пищевое золото за 1850 рублей. По сути, это обычная шаурма с курицей. Но блестит же. В ресторане «Кристиан» был золотой круассан за 6000 рублей. Круассан как круассан, только вот фольга на зубах хрустела. В Мидкоин вообще аттракцион невиданной щедрости. Бок ягненка в золотой обертке аж за 35 тысяч рублей. Такие блюда – квинтэссенция нового тренда, когда главное в еде не вкус, а вау-эффект и ценник. Подобные блюда даже не кулинария, а чистой воды маркетинг. Ну, правда, вряд ли кто-то забегает перекусить шаурмой за пару тысяч просто потому, что он проголодался. Такие вещи делают, чтобы произвести впечатление. Купил и тут же сторис в Инстаграме или там в Телеграме, да где угодно. Рестораны делают на этом тренде кассу, причем осознанно. Владелец элитного заведения не дурак, он прекрасно знает психологию понтов. Мужчины приведут сюда девушку на свидание и закажут хоть золотой суп, лишь бы произвести впечатление. Мелкие и крупные блогеры сами придут и выложат кучу денег, лишь бы сделать контент и собрать просмотры. Кто-то из любопытства попробует, что там за шаурма-то за 1850 рублей, а потом будет 3 года хвастаться всем знакомым, включая там бабушку. Хотя бабуле лучше не рассказывать, если вам дорога ее нервная система. Одним словом, наживка заглотана обществом потребления по самые жабры. При этом кричащая гастрономическая роскошь часто сама по себе безвкусна в прямом смысле слова. Золотое покрытие не дает никакого вкуса или аромата, только хруст фольги на зубах.
Люди буквально едят деньги в виде золота, чтобы показать, что могут себе это позволить. Также есть еще более честные способы повысить цену блюда. Например, использовать реально дорогие ингредиенты. Капнуть трюфельного масла, и вот вам беляш за 830 рублей. Или добавить ложечку черной икры, и обычный бургер превращается в бургер а-ля Рублевка за 3 900. Тут, кстати, хотя бы вкус какой-никакой имеется. Трюфель и икра действительно дают аромат. Хотя, скажу вам по секрету, многим, кто попробовал, этот трюфель больше напоминал ношеные носки со вкусом чеснока. Суть тут остается той же: продать то, что обычно стоит дешево, втридорога обернув в обертку элитарности. В интернете полно примеров подобного гастромаразма. Помните турецкого повара Салдбая, который прославился мемом с посыпанием стейка солью? Он сделал целый бренд на сверхдорогих стейках. Чеки из его ресторанов регулярно попадали в новости, шокируя людей. Например, я наткнулся, как в сети обсуждали счет из его ресторана за $6228. Это порядка 500 тысяч рублей за один ужин. В заказе там было куча всего: рыбы, гарниры и, конечно же, золотой томагавк стейк. Там он порядка $1000 стоил. Контент с дорогой едой в соцсетях даже получил ироническое название – food porn. Не буду вам переводить, и так все понятно. Проблема тут в том, что пока одни устраивают гастрономическое порно для богачей, другие реально считают копейки, чтобы купить просто еду на ужин. Цены растут, а тарелки пустеют. Раз мы обсудили кич и понты богачей, теперь о другой стороне медали. О нас с вами, простых людях, которые ходят в обычные магазины. Опять же, повторяю, если вы не простой человек, то помогите бедному блогеру донатом на Бусти. Что, зря он, что ли, работает? Пока миллионеры сорят деньгами на золотые крылышки и бриллиантовые торты, среднестатистический гражданин смотрит на ценник на молоко и думает: может, хватит роскошествовать, пора переходить на одну гречку. Все потому, что еда становится роскошью не только в метафорическом, но и в самом прямом смысле. Бьет по карману все больнее и больнее. Вот вам несколько фактов, от которых действительно страшно. Россияне в среднем тратят треть своих доходов на еду. Подумайте, только 30% всех денег уходит просто, чтобы прокормиться. Это уровень беднейших стран мира. Половина населения РФ тратит на продукты 36-45% дохода. То есть почти вплотную приблизились к уровню Эфиопии или Индонезии. Да, наши люди питаются лучше, чем в Эфиопии, но доля расходов такая же. Значит, на остальное, там, например, одежду, досуг, развлечения, денег почти не остается. А у самых богатых 10% россиян на еду уходит всего 17% дохода. Пропасть колоссальная. Получается, для бедных семей кусок мяса – это действительно предмет роскоши. А для элиты это так, мелкая трата, даже незаметная для бюджета. С 2013 года доля расходов на питание у всех групп населения выросла. Народ вынужден экономить на всем остальном. На одежде, образовании, поездках, лишь бы прокормиться. 80% граждан могут позволить себе отпуск не дороже 15 тысяч рублей, что прям даже смешно. Все деньги съедаются в прямом смысле. А многие буквально не могут позволить себе достаточное питание. По данным Росстата, самые бедные 10% населения покупают еды в 3 раза меньше в денежном выражении, чем самые богатые 10%. Да еще и более низкого качества. В итоге богатый человек съедает за год примерно на 53 килограмма мяса, на 62 килограмма овощей и даже на 14 килограмм хлеба больше, чем бедный. То есть бедные не только денег меньше тратят, они физически едят гораздо меньше и хуже. И это не просто цифры, это чьи-то недоеденные завтраки или чьи-то дети, которые не получают фруктов. Когда цены растут, люди сразу урезают потребление. Вспомните 2022 год. Цены рванули вверх, и молодые семьи, у которых и так с деньгами туго, за год сократили потребление молочных продуктов аж на 22%, фруктов на 19%, а рыбы на 17%. Молока стали пить на 60 литров меньше, только представьте, а у них там еще и дети. В рационе упали белки, жиры и углеводы. Суммарно люди недополучают сотни килокалорий в день. Это уже не просто понты, это про здоровье нации. Так что да, для многих сегодня еда буквально становится роскошью. В том смысле, что питаться полноценно и качественно могут себе позволить не все. Можно часто услышать фразу «здоровое питание – это для богатых». И она не лишена смысла. Попробуй прокорми семью стейками из мраморной говядины или авокадо-тостами, когда у тебя зарплата 30 тысяч рублей в месяц. Вот тебе и дилемма. Одни переживают, достаточно ли у них черной икры в пасти,
месте, а другие думают, смогут ли купить детям фрукты в этом месяце или нет. Причем экономят на еде уже не какие-то там маргиналы. Люди массово затягивают пояса. По опросам лета 2023 года каждый пятый россиянин заявлял, что он начинает экономить на еде больше обычного. 19% населения, вдумайтесь, они решили урезать свою продуктовую корзину. И причем 19% это только в июле. Всего лишь месяц назад таких людей было 16%, то есть 3% за месяц. Больше половины людей теперь охотятся за скидками и акциями и берут товары подешевле. Также многие отказываются вообще от некоторых категорий продуктов. Каждый третий покупает более дешевые аналоги привычных брендов или реже ходят в магазин. Режим экономии – это новая норма для большинства. Забавно, что на фоне подобных новостей правительство любит рапортовать о росте доходов, о том, что мы только вот крепчаем, все лучше и лучше все происходит, люди живут замечательно. Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения, в том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Но народ-то в реальности чувствует себя совсем по-другому. 60% россиян признаются, что все, что они зарабатывают, сразу уходит на текущие расходы и прям ничего не остается. А еще треть говорит, что тратят денег даже больше, чем зарабатывают, влезая в кредиты. Вы, наверное, уже понимаете, где в этой статистике место гастрономическим излишествам. Если что, я все материалы выкладываю в своем телеграм-канале, там мы вместе с вами общаемся, обязательно подписывайтесь. Возникает дикий контраст. С одной стороны, в соцсетях нам показывают счастливых богачей, уплетающих золотые стейки, же Инстаграм или ТикТок пестрит роскошными ужинами, а с другой стороны, реальные семьи вынуждены отказываться от мяса, фруктов и урезать рацион. Еда – это базовая потребность, но снова, как и в темные времена, она становится мерилом благосостояния. Только теперь это происходит не из-за неурожая или войны, хотя и санкции и прочие штуки влияют, а из-за системного перекоса. Неравенство, потребительство и инфляция все-таки сделали свое дело. А теперь поворот, о котором я предупреждал в самом начале. Допустим, вы сидите и думаете: ну эти вон с золотыми стейками совсем с ума сошли. Я-то не такой или не такая. Я за осознанное потребление. Пью смузи из сельдерея по утрам и покупаю фермерские овощи без пестицидов. Я выше этого гламура. Вы, может, и не оборачиваете еду в золото. Зато, возможно, переплачиваете втридорога за скромные на вид продукты, которые продаются как нечто элитное благодаря своему происхождению и натуральности. Сегодня существует концепция тихой роскоши. В моде это дорогие вещи без кричащих логотипов, а в гастрономии дорогие продукты, замаскированные под простоту. Эко, органик, фермерское, био, безглютеновое, безлактозное, суперфуд – вот такая вот лексика гастрономической тихой роскоши. Казалось бы, что плохого в качественной еде? Ничего, пока цена кочана капусты не начинает кусаться сильнее, чем цена стейка. Вот примеры. Пекинская капуста с фермы в Ростовской области за 790 рублей за килограмм. Черная редька 680 рублей килограмм. Брюссельская капуста с биодинамической фермы за 1350 рублей за килограмм. Это еще, кстати, довольно старые ценники, они вполне умеренны для эколавки. И это даже может звучать как бизнес-план. Построй сам эко-ферму, тоже будешь продавать свою капусту по 500 рублей за кило. Но с другой стороны, что человек вообще получает, отдавая такие деньги за простые овощи? Судя по тому, что спрос есть, люди действительно что-то получают помимо самой редьки. Например, ощущение того, что ты лучше тех идиотов, которые едят всякие там пестициды и ГМО. Или иллюзию того, что ни одна болячка к тебе не пристанет, и ты проживешь 100 лет. Ведь ты же питаешься правильно, как может быть иначе? Им, возможно, даже чистую ауру и эстетический кармический хвост предлагают бесплатно. Звучит смешно, но по факту так и есть. Дорогие органик-продукты дают покупателю чувство морального превосходства и спокойствия за свое здоровье. А это тоже, знаете ли, валюта в нашем тревожном мире. Более того, вместе с экопродуктами продается целый образ жизни. Покупаешь фермерские яйца, будь добр, положи их в льняную авоську.
А дома храни в деревянном контейнере, а не в каком-нибудь там пластике, как плебей. Там чего только нет. Стеклянные банки с красивыми крышками, льняные мешочки и даже хлебный клатч вместо бабушкиной хлебницы. Да, есть и такой модный аксессуар для хранения хлеба. Потому что раз уж продукты элитные, то и ты, будь добр, подтянись под стандарт. Как говорится, продукты определяют бытие. Даже на кухне появляется своя мода и собственный снобизм. В результате эта скромная роскошь выглядит очень так скромно, но стоит далеко не мало. Лежит у тебя в раковине кочерышка кривой органической моркови за 300 рублей за штуку, и со стороны не скажешь, что она такая дорогая. Тихая роскошь получается. Надо лишь заварить себе чашечку ромашкового чая в бамбуковой кружке, сесть в тишине и прислушаться. Кажется, из холодильника шепотом доносится: ах, какая роскошь. Получается, что потребление раскололось на два типа роскоши. Громкую, там, золото, икра, показуха, и тихую. Органика, минимализм, но за большие деньги. Но по сути и то, и другое – это способ выделиться и получить статусное удовлетворение. Одни кричат: смотри, я богатый, я могу съесть золотой бургер. А другие шепчут: я столь просвещен и утончен, что ем только органическую морковь, хоть она и выглядит, как будто ее уже кто-то до меня пожевал. В обоих случаях еда не просто еда, а маркер круга своих людей. Своеобразный пароль. Одни тусуются там, где продаются вагю-стейки за 50 тысяч рублей, а другие в тех местах, где кино по цене черной икры. Интересно, что кулинарные тренды тоже отражают этот раскол. Многие повара сейчас проповедуют простоту и качество. Мол, настоящая роскошь – это минимум ингредиентов и максимальная чистота вкуса. Стейк с солью и перцем из мраморной говядины – это высший класс. Даже картофельное пюре может стать шедевром, если картошка фермерская и масло по-настоящему деревенское, из-под коровы. В тренде сейчас гиперлокальность. Все продукты обязательно из радиуса не больше 50 километров. Свежайшие и натуральные. Это здорово и правильно, но доступно лишь избранным. Ведь чем качественнее продукт, тем он дороже и тем меньше его нужно приправлять. То есть снова элитарность. Достать редкий продукт высочайшего качества – это новое мерило крутоты. Тихая гастрономическая роскошь на деле оказывается той же самой элитарной роскошью, только без показухи. Что со всем этим делать? Ну, не отказываться же от еды вовсе, правильно? Вы теперь понимаете, как нами манипулируют через еду. Как формируются эти тренды понтов. И, конечно же, не купитесь так легко на уточку маркетологов. Если вдруг вас возмутило то, что я сказал выше, ваше возмущение оправдано. Вы не сходите с ума. Этот мир сходит с ума в плане потребления. Осознание этого уже помогает не чувствовать себя неудачником только потому, что у вас на ужин обычная гречка, а не трюфельный суп. Но есть и хорошие тренды. Вам могло показаться, что я ругаю тихую роскошь за снобизм, но, с другой стороны, тренд на осознанность и качество – это не самое худшее, что у нас есть. Лучше уж пусть люди, которые могут себе это позволить, тратят деньги на фермерскую еду, чем на третий Ламборгини. Осознанное потребление пищи – это плюс. Главное, чтобы оно стало более доступным и массовым и не превратилось в элитный клуб. И тут уже вопрос к технологиям и государству. Возможно, через 5-10 лет органические продукты подешевеют. Эти экологические фермы станут, прямо нормой, и здоровая еда перестанет быть роскошью. Если общество будет этого хотеть, а оно хочет, спрос на качественную еду растет. Рынок адаптируется. Поймите, я не демонизирую всю систему. Мы сейчас живем, наверное, в самое удобнейшее время из всех, когда когда-то жил человек. Одна доставка чего стоит? Когда еще было такое, что просто заходишь в приложение, и тебе на выбор десятки ресторанов и десятки кухонь? Если я скажу, что нам нужно менять культуру потребления, то это, возможно, прозвучит банально. Но давайте перестанем мериться едой. Не поддерживайте эту гонку понтов. Получили вы премию на работе. Конечно, отпразднуйте вкусным ужином, но не ради того, чтобы всех затмить, а ради своего удовольствия и удовольствия своих близких.
Не позволяйте Инстаграму и ТикТоку диктовать, что вам есть. Хотите выложить фото еды? Ну, пожалуйста, давайте только без скрытого смысла. Типа вот, смотрите, я могу себе это позволить. Вполне достаточно простого посыла. Смотрите, какое классное блюдо я приготовил, нашел, купил, доставили мне, вот я его ем. То есть давайте делиться друг с другом, а не хвастаться. Возможно, это постепенно изменит то, что считается нормой. Понты работают только когда есть зрители. Еда – это прежде всего про жизнь, здоровье и общение. Пока кто-то ссорит деньгами, пытаясь купить статус, вы можете инвестировать в отношения и свое благополучие через еду. Например, готовить разнообразную пищу. Или открывать для себя новые блюда. То есть только не ради понтов, а ради опыта. Или поддерживать локальных производителей тоже. Не ради галочек, а потому что так вкуснее и лучше для всех. Еда стала действительно новой роскошью во всех смыслах. С одной стороны, она превратилась в сцену для показного потребления. Люди буквально объедаются деньгами, чтобы самоутвердиться. С другой стороны, она стала дорогим ресурсом. Миллионы людей вынуждены экономить на питании и видеть в качественной еде только признак достатка. Это тревожный звоночек для общества. Когда базовая потребность обрастает такими перегибами, явно, что что-то пошло не так с системой ценностей и распределением благ. Цените то, что вы едите. Цените, с кем вы едите. И не давайте трендам отнимать у вас это простое счастье. Роскошь – это понятие растяжимое. Для кого-то роскошь – это крабов уплетать где-нибудь в Ницце, а для кого-то просто найти время спокойно поужинать дома с семьей. Но я желаю, чтобы именно в вашей жизни была настоящая роскошь. Роскошь быть сытым, здоровым и свободным от чужих навязанных стандартов. Очень прошу, не забывайте подписываться на канал и писать комментарии, а также очень жду вас в телеграм-канале и на Бусти. Всем приятного аппетита!